Дорогие друзья, всем добрый день. Меня попросили лидеры структур записать видео, небольшой брифинг для того, чтобы более понятно было их рефералам, как что работает и вообще в целом, что это за вид дохода на обмене валют. То есть пулы ликвидности, провайдинг ликвидности– это слова достаточно новые для нашего языка, поэтому я так подумал и решил вернуться в самое начало этого процесса. Да, то есть для того, чтобы людям было полностью понятно и очевидно, и простыми словами донесено, как и что работает. Итак, смотрите, дорогие друзья, уверен, каждый из вас когда-то менял какую-то одну валюту на какую-то другую валюту. Я думаю, что все помнят великолепные обменники, обменные пункты обмена валют, которые бывали везде, начиная от банков, заканчивая просто уже ларьками на улицах. Пункты обмена валют мы с вами можем встретить абсолютно в любой стране, в любом аэропорту, в любом порту, грубо говоря, в крупных мегаполисах практически трудно найти какую-то серьезную улицу или квартал, на которой не будет пункта обмена валют, либо банка, где можно поменять одну валюту на другую. И все вы видели, что на этих пунктах обмена валют стоит разный курс. То есть у одного чуть-чуть дороже, у одного чуть-чуть дешевле. Соответственно, когда вы идете, у вас есть в кармане какие-то, допустим, доллары, и вам нужно их поменять, вы всегда стараетесь найти обменник там, где вам дадут местной валюты больше за доллар. Ну, чем больше, тем лучше, потому что для вас так выгоднее. После того, как, грубо говоря, появились вот эти пункты обмена валют, а появились они уже очень-очень давно. Там еще в эпоху древних финикиян и египтян уже были определенные пункты обмена одной валюты на другую. То есть можно сказать, что этот бизнес один из самых традиционных и консервативных даже по историческим причинам. И вот наступил 21 век, и мы видим, что появились криптовалюты. Криптовалют появилось много. Первая криптовалюта, которая появилась, это была биткоин. И если начиналось все это с попыток там купить, продать пиццу, и вообще это было что-то малопонятное для людей, то очень скоро, в считанные годы, это превратилось в целую отрасль. И мало того, настолько буйно развивающейся, что многие всерьез задумываются и говорят о том, что недалек тот час и день, когда крипта заменит фиат как минимум в большинстве стран, а то и вообще в целом. Криптовалют выпускается много. Их вообще существует очень много. Буквально сотни тысяч. Есть их уже сейчас в наличии. Но дело в том, что все эти криптовалюты, они очень разные. И из них есть определенный набор очень, скажем так, с большим комьюнити, с большим сообществом, с большим количеством людей в каждой монете. Такой небольшой списочек. Можно сказать условный топ-20, топ-30, топ-50. Мы говорим о монетах типа биткоина и USDT, в которых есть огромное количество людей и огромное количество денег. И того, и другого к этим монетам прирастает постоянно. Почему прирастает постоянно? Потому что это монеты с определенным хорошим бэкграундом, то есть с каким-то понятным смыслом для большинства людей. И просто они уже используются в ежедневной работе даже большинства крупных компаний. То есть мы уже живем в ту эпоху, когда криптовалюта становится реальными активами, реальными деньгами, и уже можно говорить даже не то, что становится, а стало, потому что уже счет идет на тысячи различных компаний, которые используют так или иначе, тем или иным методом криптовалюту в своей работе. Поэтому криптовалюты будут появляться все больше, в них будет все больше денег. Теперь, когда мы для себя поняли, что такое криптовалюты, ну, так очень образно, можно сказать, что это так, даже не какой-то там сравнительный анализ, просто, грубо говоря, освежили информацию. Мы можем перейти к тому, что эти криптовалюты обладают ликвидностью, то есть их можно поменять одну на другую легко, и также их можно обменять на живые наличные фиатные деньги. Для вывода на живые наличные фиатные деньги я бы рекомендовал, если вы новичок в крипте, используйте такой сайт, как BestChange. На BestChange это агрегатор, на котором есть проверенные BestChange обменники криптовалют. И в мире, где люди могут и потерять деньги, где вас могут обмануть, это очень спокойное, нормальное, адекватное место. Так вот, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, дорогие друзья, что если мы проведем некоторое сравнение с криптообменниками, которых тоже есть очень много, есть криптообменники автоматические, есть с живым управлением администраторами, есть криптобиржи, которые по сути тоже такие большие агрегаторы обменников, либо сами по себе выполняют функцию постоянного обмена валют. Ну, биржа это перекресток денег, как я всегда говорю, поэтому обменникам там тоже место есть всегда в той или иной степени
Это большая, сложная, интересная математика, о которой мы с вами поговорим простыми словами, но позже. Сейчас разговор идет не о биржах и не о нашей бирже, а речь идет непосредственно о том, что такое криптовалюта, что такое провайдинг ликвидности, как на этом заработать. Так вот, дорогие друзья, когда мы берем криптообменник и сравниваем его с обычным обменником, ну, естественно, напрашивается некоторый ряд основных моментов. Если, грубо говоря, мы меняем деньги в обычном обменнике, у нас есть определенные риски. Есть риски того, что нам дадут ветхие купюры, есть риски того, что нас кто-то отследит от обменника и где-то с нами может даже произойти что-то плохое, криминальное и так далее и тому подобное. Если же мы с вами посмотрим на криптообменники, то там, как правило, отсутствует человеческий фактор вообще от слова совсем, просто потому что это формула, в которую заложены значения цифр и при каких значениях одно на другое меняется. Вот и все. Соответственно, вы полностью анонимны в криптовалюте. И почему я говорю, что вы полностью анонимны? По одной простой причине. Многим из вас звонили люди, представляясь сотрудниками банка. Знали эти люди о вас? Потрясающий огромный объем информации, который ни вы не разглашали никому, ни вроде банк никому не разглашал. Но однако вопрос у меня, откуда эти хакеры знают все ваши данные? Они их знают, потому что у банковских служащих маленькая зарплата. А если мы говорим с вами о крипте, то все, что видно вам и всему миру, это исключительно номер вашего кошелька и какая, когда, куда совершена транзакция. Поэтому вас никто не сможет ограбить. Вас никто не сможет заблокировать ваши деньги ни под каким видом и соусом. Просто потому, что в крипте это технически, практически невыполнимо. Никто не может вас подкараулить возле криптообменника, потому что ну, это даже смешно звучит. Вы просто с телефона или с ноутбука спокойно свои деньги отправляете, меняете на то, что вам нужно. Вы можете просто себе на карточку спокойно, используя тот же самый BitChange, а в дальнейшем можно и используя нашу биржу. У нас такой функционал тоже готовится по эквайрингу. Сможете себе на карты выводить, грубо говоря, ту сумму денег, которая вам нужна сейчас, а остальное спокойно сохраняя в любой из нескольких сотен тысяч криптовалют. Вот. И, соответственно, это очень высокодоходный бизнес. Объясню вам почему. Если мы возьмем обычные обменники, которые вы встречаете в аэропортах или в крупных торговых центрах, вы увидите, что там, в принципе, большие, иногда бывают даже очереди, и большие кассы, и достаточно большой доход, потому что вам нужно взять просто как бы калькулятор, и вы поймете, сколько зарабатывает обычный обменник. А зарабатывает он немало. Это доходный бизнес, очень доходный. Но если мы посмотрим с вами на криптообменник, то он зарабатывает в 1000 раз больше. Почему он зарабатывает в 1000 раз больше? Потому что объем денег, которые циркулируют, например, в такой валюте, как биткоин, он огромен. Он потрясает, он колоссален. Там миллиарды долларов оборачиваются в день. Если мы будем говорить про USDT, то там цифры такие, которые просто заставляют прямо вот с уважением смотреть на калькулятор. И вопрос в чем? Вопрос в том, что у кого лучшая цена у обменника, да, его видно из космоса. И, соответственно, когда вы хотите поменять валюту, вы всегда ищете лучший курс. Поэтому вы и находите вот эти обменники. А поскольку они автоматические, то количество транзакций, совершенных за день, может превышать и 20, и 30, и 40, и 50 тысяч раз. И самое интересное то, что каждая транзакция – это комиссия. Да, она не очень большая. Она более чем демократичная, потому что если ставить большую комиссию, люди перестанут идти в этот обменник, потому что дорого, невыгодно, неинтересно. Но благодаря тому, что вот эти криптообменники, то есть пулы ликвидности, они легко и быстро завоевывают сердца и доверие публики вот этими простыми, понятными, надежными торговыми методами, это бизнес очень высокодоходный. И инновационность, грубо говоря, 21-го столетия в том, что теперь в этот бизнес могут зайти не только крупные банкиры, не только богатые люди, а вообще кто угодно. Например, вы. Наша биржа сделала очень простой, очень емкий, очень понятный, легкий интерфейс, который у вас сейчас находится. Если вы зарегистрированы на нашей бирже, то вы это видите. По сути, каждая валютная пара – это по сути пул ликвидности, то есть обменник. И конкретная пара в этом обменнике. Почему такие пары? Потому что, например, что в биткоине, что в USDT находится просто колоссальное циклопическое количество людей, и сделок по вот этой валютной паре за сутки очень много.
И определенный процент этих сделок проходит через этот пул ликвидности. И, соответственно, когда вы, грубо говоря, хотите работать с пулом ликвидности, все довольно просто для вас. Вот здесь вот есть кнопочка «Внести», есть кнопочка «Вывести». Дальше у вас уже отображается в мониторинговом окне сразу то, что деньги на вас работают. И, соответственно, все заработанное вы в одно касание, в одну кнопку выводите сюда. Потом нажимаете здесь «Вывод» и на внешний кошелек. Это ваши проценты, то, что вы заработали за день. Но откуда эти проценты берутся, спросите вы? Это самый правильный вопрос. Отвечу. Смотрите, как работает этот пул ликвидности. И любые другие пулы ликвидности, которые представлены у нас, работают они очень просто и в силу этого очень надежно, без человеческого фактора. Это очень важно. Когда вы вносите деньги в пул ликвидности, то есть по сути равно криптообменник, он берет и просто покупает две монеты, и дальше начинается процедура обмена. Часть денег с каждой комиссии пул ликвидности отправляет вам, потому что вы в каком-то смысле, в самом прямом смысле, провайдер ликвидности. Вы дали обменнику деньги. Часть он дает очень маленькую, очень скромную нам как бирже за то, что мы сделали вот этот интерфейс и, грубо говоря, являемся связующим звеном. А часть оставляет себе, потому что обменник работает ради наживы, ради того, чтобы себе тоже заработать денег. И это абсолютно нормально. В сделке должен получить свое каждый. И осталась еще одна четвертая часть денег, которую тратят на то, чтобы делать курс то одной, то другой монетки немножко дороже. И для этого надо сжигать определенное количество денег. И тогда у нас получается какая ситуация? Вот, допустим, у нас есть $1000, 1000 евро. Предположим, что у нас есть какая-то небольшая комиссия при обмене. И мы делаем сначала курс одной монеты, допустим, доллара, очень выгодным и приятным. То есть чуть-чуть дороже, чем остальные обменники будем предлагать, чтобы человеку было выгодно отдать нам доллары и получить евро. И тогда человек несет нам евро, то есть несет нам доллары, и мы ему даем евро. Когда у нас евро стало в обменнике маловато, мы меняем и начинаем делать дороже уже чуть-чуть в другую валюту. Тогда человек уже перестает нести нам евро и начинает нести нам доллары. И так делается за день несколько десятков тысяч раз. Поэтому, как говорится, курочка по зернышку, здесь самая будет правильная пословица. Но если мы начинаем говорить об объемах и масштабах по 10, 20, 30 тысяч обменов, то тогда вы начинаете понимать как бы объемы и масштабы доходов, потому что возьмите, грубо говоря, там, я не знаю, цент и умножьте его на 30 тысяч, и уже у вас получится приятная, хорошая сумма. Чем удобно то, что у нас вот такой сделан интерфейс, так это тем, что у нас сейчас сделана прямая связь с каждым обменником, и вы видите буквально в режиме онлайн, вот как у меня сейчас в кабинете, да, как работают ваши деньги на вас. Позже мы вам еще будем расширять и делать более глубоким и удобным интерфейс. Вот про подарки я уже говорил, что это такое. Если у вас есть спонсор, обязательно вот здесь вот в мессенджере ему напишите прямо срочно, потому что у этой акции есть определенный срок действия, вот, для того, чтобы получить от вашего спонсора подарок. Что дает подарок? Если вы внесли в пулы какую-то сумму, то подарок, это, допустим, в данном случае будет составлять 16,3% отнесенного рефералом в пулы ликвидности. У вас в пулах ликвидности лежит, допустим, $1000, значит $163 упадет вам сюда. Это будет подарок, который подарит вам ваш спонсор. А вашему спонсору этот подарок дали мы. Сделали мы это для того, чтобы не всаживать рекламные бюджеты в колоссальные и очень дорогие виды рекламы, а просто, грубо говоря, использовать всю мощь и силу конкретно сарафанного радио и связи спонсора с рефералом. То есть любой спонсор от определенного количества людей в своей структуре в данный момент уже имеет подарки и может их спокойно распределять. Просто напишите ему в мессенджере, и вы получите подарок. И, соответственно, эти деньги будут здесь заморожены, они будут работать в лимитном пуле, в котором находятся деньги биржи, но проценты, которые с них будут вот сюда капать, они ваши. И вы их можете совершенно свободно, они вот здесь вот все проценты агрегируются, все, что заработано вами, и подарки от биржи в том числе. И вы нажимаете, как я уже говорил, показывал кнопку «Вывести», оно выводится на баланс, и дальше вы выводите на любые свои цели. Можно, конечно же, и реинвестировать. Многие из вас этим также занимаются. Но, друзья, не хочу делать видео сильно долгим, поэтому думаю, что этой информации для реферала будет более чем достаточно. Очень важно, чтобы вы все получили подарки перед Новым годом. Хорошего всем настроения, с уважением, Александр.